Вытащив сим-карту, у вас все будет тут же работать. Я недавно записал рил, с которым сказал, что вытащив сим-карту из своего телефона, вы тут же получаете возможность публиковать свой контент, соответственно, в ТикТок. Также вы в ТикТок, у вас снимаются все ограничения, то есть вы сможете просматривать свежий контент, который сегодня размещается. А напомню, что сегодня ТикТок ограничивает, то есть сама площадка ограничивает возможность просмотра свежего контента, если вы находитесь на территории России. С включенным VPN проблема также никак не решается, но вытащив сим-карту и включив VPN, проблема тут же решается, и вы можете смотреть все свежие тренды, все свежие видео, которые заливают в TikTok по всему миру, что, на мой взгляд, очень удобно. Плюс вы также можете публиковать свой контент в TikTok. Я попробовал, все получилось, и, соответственно, я теперь пользуюсь TikTok, блокирую сим-карту, если это электронная сим-карта, и вытаскиваю, если это, соответственно, сим-карта физическая. Но меня также интересовал вопрос на просторах интернета, я его пытался найти, но так и не нашел ответ на этот вопрос, что если вытащить сим-карту и начать публиковать видео в Инстаграм? Получает ли он какой-то больше охват только за счет того, что мы начинаем публиковать, соответственно, контент, не заточенный под определенную страну. И ответ на этот вопрос я также нигде не нашел. В течение полутора месяцев проводил эксперимент. Каких-то большой разницы по просмотрам, по крайней мере в своем аккаунте, я не заметил. То есть с сим-карты, без сим-карты, либо вставлял сим-карту какой-то другой страны, тоже пробовал, тоже никаких изменений не заметил. Хотя в интернете очень много людей говорят, что именно вытащив сим-карту, ваши видео Reels начинают продвигаться. Мне стало интересно, я решил все эти вопросы вот сейчас, можно сказать, в прямом эфире, задать чат GPT и посмотреть, почему, когда вытащишь сим-карту, у тебя тут же появляется возможность публиковать видео в том же ТикТоке, просматривать видео в том же ТикТоке. И повлияет ли это, что мы вытащим сим-карту, повлияет ли это как-то на публикации видео в Инстаграм. Я использую последнюю версию ChatGPT, это ChatGPT 4. Она достаточно умная, поэтому я подготовил несколько вопросов. Давайте вместе зададим эти вопросы ChatGPT. Значит, смотрите, я подготовил следующий запрос. То есть я его долго пытался сформулировать и пришел к такому промпту, к такому запросу. У меня к тебе вопрос как к инженеру по телекоммуникациям, интернету, социальным сетям. Дело в том, что сейчас я нахожусь в стране, где заблокирован TikTok, но эта блокировка действует только в тот момент, когда в телефон вставлена местная сим-карта. Как только я меняю сим-карту или использую телефон без сим-карты, то TikTok прекрасно работает. Никаких ограничений нет. Я вижу весь свежий материал и контент обновлений. Можешь объяснить, почему такое происходит? То есть я не хочу разобраться в каких-то... Я хочу разобраться, почему это вот именно так все происходит. Давайте зададим этот вопрос чат GPT и посмотрим, какой ответ он даст. Значит, он для начала рассказывает, что к интернет-ресурсам, в данном TikTok, в некоторых странах обычно происходит на уровне интернет-провайдера. Здесь я бы хотел сразу же заметить, что в данном случае происходит блокировка не на уровне интернет-провайдера. То есть это не как бы страна заблокировала TikTok, как это с другими социальными сетями. А здесь происходит такая штука, что TikTok сам заблокировал возможность просмотра свежего контента, актуальных видео в данной, соответственно, локации. Вот ключевые аспекты, которые могут понять эту ситуацию. Блокировка на уровне провайдера. Но, скорее всего, это не та блокировка на уровне провайдера, когда вы используете местную сим-карту, ваш мобильный интернет предоставляет местным телекоммуникационным провайдерам. Если правительство страны решило заблокировать, то есть этот ответ немного отметаем. Использование данных сетей из других стран. Когда вы меняете сим-карту на ту, которая принадлежит провайдеру из другой страны, вы используете Wi-Fi. Используя местную мобильную связь, ваш интернет-трафик перестает проходить через местный интернет-провайдер. Вместо этого он отправляется через сеть, которая не подключена к местным ограничениям на доступ к интернету. В результате TikTok и другие заблокированные сервисы становятся доступны. Вот это вот мне ответ уже более-менее понятен. То есть, насколько я понимаю, что когда идет какой-то запрос, сим-карта показывает мою, грубо говоря, геолокацию, ну и телефон, соответственно, понимает, откуда эта сим-карта. Причем регион в телефоне я не менял. То есть я специально тестировал с регионом, без региона, как бы какой-то большой разницы нет. Вот. Здесь идет именно блокировка на
Похоже, что из данных, которые берутся по какой-то причине из сим-карты. Следующее — это геоограничение. Многие сервисы и веб-сайты используют технологию геоблокировки, то есть которая ограничивает доступ к их контенту на основе географического расположения пользователя. В данном случае использование местной сим-карты показывает сервису, что вы находитесь в стране, где TikTok заблокирован. Кстати, да, когда я использовал даже местную сим-карту, но находился за рубежом, то есть я находился не в России, но при этом у меня была вставлена в телефон именно местная сим-карта, то есть российская сим-карта, я также не мог просматривать свежий контент. Как только сим-карту менял, то, соответственно, тут же все возможности интернета и даже без VPN, соответственно, появлялись. Поэтому, скорее всего, именно причина именно в сим-карте. То есть сим-карта, она показывает сервису, что вы находитесь в такой-то стране, где TikTok, соответственно, заблокирован сервисом. Как только вы меняете сим-карту, использование другого источника интернета, ваше местоположение воспринимается как находящееся вне блокировки и позволяет получить доступ к сервису. Есть ли еще какое-нибудь мнение на этот счет? Причем, когда мы используем VPN также в телефоне, но сим-карта подключена, то ничего не меняется. То есть мы также не видим свежий контент, но как только сим-карта вытаскивается, тут же мы это все видим. Я этот вопрос задаю в первую очередь, чтобы немножко самому узнать чуть больше, как о причинах блокировки, и для того, чтобы использовать эти знания, соответственно, для своей работы. Чтобы я мог выкладывать, соответственно, видео в том же ТикТоке, мог выкладывать видео там в той же Инсте. В принципе, да, мне нравится, я понимаю, вот именно вот этот вот вопрос. Ответ, второй, третий вариант — это геоограничение и считывание данных именно по сим-карте. Я ему задам уточняющий вопрос, что когда у меня вставлена сим-карта и при этом включен VPN, то TikTok все еще не работает. Как только сим-карта вытащена, то TikTok начинает работать без каких-либо ограничений. Ваше дополнение предоставляет еще один важный аспект для рассмотрения. Если TikTok не работает даже когда включен VPN с местной сим-карты, то он начинает работать, как только вы извлекаете сим-карту. Это может указывать на следующий фактор. То есть мне важно понимать, да, что в этот момент происходит. Некоторые интернет-провайдеры... Но здесь еще раз говорю, что TikTok в данном случае он рассматривает возможность, что TikTok заблокирован именно внутри страны, хотя TikTok заблокирован не внутри. То есть это сама площадка TikTok заблокировала. Так, давайте ему еще отправим одно небольшое уточнение, что чтобы он не рассматривал ограничения со стороны как бы самой страны, а рассматривал ограничения именно с площадки TikTok, потому что это очень важное дополнение, очень важное уточнение. Не на уровне страны, а исходит самой платформы, означает, что TikTok самостоятельно реализует ограниченный доступ к своему контенту и определенных регионах. Вот несколько факторов, которые могут быть здесь применимы. Вот геолокационное ограничение. Использование VPN. Он тоже говорит, что возможно, что при использовании VPN они определяют, что это VPN. Хотя я вот использую VPN, который достаточно сложно определить и понять, что ты его используешь. В принципе, все понятно. Давайте сейчас узнаем, как это может повлиять на Инстаграм. То есть зададим ему вопрос, что если... давайте вот сейчас сформулирую вопрос, задам ему и дальше уже... Наверное, стоит сказать в этом видео, что Инстаграм — это запрещенная в России площадка. Смотрите, да, я записал такой вопрос, что, учитывая наш разговор, скажи, может ли все это как-то повлиять на работу другой социальной сети, например, Инстаграм? Эта площадка формально тоже заблокирована. Может ли, вытащив сим-карту или отключив электронную сим-карту, получить больше просмотров на контент, который размещаешь? Дело в том, что я слышал, что такое мнение от популярных блогеров, что, проделав такую процедуру, они получают больше просмотров на тот же Reels. Давайте посмотрим, что он нам, соответственно, ответит на этот вопрос. Давайте рассмотрим, какие он нам дал ответы. То есть геолокационный таргетинг и алгоритмы показа. То есть здесь он говорит, что алгоритмы учитывают огромное количество факторов, в том числе и геолокацию пользователя. Если платформа определяет, что пользователь находится на определенной географической зоне, то это может повлиять на видимость его публикации аудитории в этой зоне.
Влияние сим-карты, да, как в случае с TikTok, здесь может использоваться данные мобильного оператора для определения местоположения пользователя. Эта платформа заблокирована в определенной стране, и вы используете местную сим-карту, это может ограничить видимость вашего контента для пользователей в данной стране. Использование VPN. Использование VPN может изменить видимый для Instagram IP-адрес, для потенциально может повлиять на географическое распределение аудитории, которая показывает ваш контент. Однако, как уже упоминалось, некоторые соцсети могут обнаруживать и ограничивать использование VPN. Выключение сим-карты, электронные сим-карты, анекдотические данные от блогеров. Мне этот пункт больше всего нравится, что блогеры все придумали, и на самом деле это никак не влияет все, что вы, соответственно, здесь размещаете. В целом, изменение местоположения через отключение сим-карты или использование VPN может потенциально влиять на то, как ваш контент распространяется и видится в разных географических зонах. Однако точный механизм этого воздействия может быть сложным и не всегда предсказуемым из-за разнообразия факторов, которые учитываются в алгоритмах социальных сетей. Я думаю, да, здесь все понятно, однозначного ответа он сказать нам не смог, но при этом он нам сказал, что сим-карта, которая находится в вашем телефоне, она все же передает данные в социальные сети, как мы видим на примере ТикТока, поэтому если вы хотите получить больше просмотров, я всегда отключаю сим-карту и публикую с включенным VPN контент в запрещенных социальных сетях, которые сегодня есть в нашей стране. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Напишите, мне нравится под этим видео. С вами был Грицуевич. Пока.